Викинги – величайшие воины в истории. Их боятся и ими восхищаются во всем мире. На нахуй. Они готовы снова сразиться во имя славы и процветания своего народа. Два молодых викинга, пиздец они уроды. Ненавижу, вы знаете вот этот? Ненавижу вот эти уродские анимешные вот эти вот глазки, лица вот такие вот, когда что-то изначально мерзкое, вот такое вот толстое, низкое, мерзкое, показывается таким, таким классным, приятным, смотрите, они такие милые, тьфу, блядь. Просто бесит омерзительные рожи, фу, сори. Два молодых викинга, Васкр и Одмар, выросли в одной деревне. Их ждали величайшие свершения, уготованные самими богами. К сожалению, боги забыли посвятить их в свои планы. И эти пидоры пошли пинать куриц. Два урода, конечно. Одмар прощался со своими родителями, как и сотни раз до этого. Они всегда возвращались домой. Но не в этот раз, да? Но только не в этот раз, я... Ванга. Ну что? И он тоже исчез. Он превратился в дерево. Ха! Я такой смешной. Графоний прикольный в этой игре, мне нравится. Ну все, погнали. Поиграем за этого жирного урода. Какой же это страшное вот это лицо, до сих пор его прям представляю. Ненавижу вот эти мерзкие лица, когда вот что-то реально низенькое, жирное такое, представляют как где-то миленьким таким, фу, ненавижу. Шли года, а викинги продолжали совершать свои опустошительные набеги и наживать богатство. Вождь викингов гордился своим народом, но он был жадным и упертым правителем. Он хотел расширить свои владения независимо от последствий. Видели этого деда? Вождь презирал Одмара. Да, конечно, презирал. Посмотрите на него. Он жирный, мелкий, еще жрет, постоянно жрет. Посмотрите, он просто урод. Он еще и бородатый. Ой. Он никогда не сражался за его деревню, но выживал за их счет. Вождь больше не мог этого терпеть. Да посмотрите, он даже сопля у него там висит. Ну что это? Фу, блядь. Как его можно не ненавидеть? Он просто мерзкий. Пинайте его отсюда. Одмару нужно будет в одиночку разграбить лес и сжечь его дотла, чтобы их деревня могла процветать. Если он откажется от... ошиблись, ошибочка. Если откажется. Фу, плохая игра. О, разработчики, все. 1 единицу сразу ставлю. Ладно, я шучу, я смешной, просто готовлюсь к стендапу. То его ждет та же участь, что его старого друга... Короче, все над ним насмехались, и он убежал. Заперся в своей хижине. Он был унижен и оскорблен. Он любил свой народ, но он не мог стать тем, кем они хотели его видеть. Возможно, подумал он, я не настоящий викинг. Быть может, сон пойдет мне на пользу. Ну, конечно. Все же знают, Одмар не мог поверить своим глазам. Прямо перед ним стоял его давно потерянный друг Васкр. Вместе они стояли перед священными вратами Вальхаллы. Ну, погнали, я готов. Погнали. Подожди, воскликнул. Да какой подожди, пойдем. Вон он уже, ну ты тормоз. О. Перед Одмаром появился странный призрак. Это была лесная фея. Она осудила эгоизм Одмара, капец страшный, кстати. Он подвел всех, кто был ему близок. Он не заслужил места в Вальхалле. Лох, пидор, но... Взамен она предложила наделить его огромной силой. Вот это нихуя себе... А как-то... Почему его нельзя в Вальхаллу, но при этом дали ему огромную силу? Это... Ну, всему есть своя цена, я понял. Одмар проснулся от... Да, блядь, игра будет уже или нет? Какой странный сон. Он оказался реалистичным. Как эта сумка здесь оказалась? Неужто это та сумка, которую он видел во сне? Не может быть. Он заглянул в сумку и гриб. Отравлен. Ну тут дебил. Ну зачем ты его жрешь? Он же видно, что он поганка. Ой, бля. Не зря его из деревни турнули, он дурачок. Блять. Я не пойму, он взрослый или маленький? Да хватит жрать, уже заебал. Красавчик. Так. Удерживайте левый палец здесь, правый большой палец здесь. А можно я наоборот? А вдруг я дебил? А вдруг я не хочу так? Можно мне наоборот? Ну ладно. Проведите левым большим пальцем, что... А вдруг я правый? Ну ладно. Блять, ну неужели это
Какое обучение? Как же ходить? Как же ходить в игре, где нет кнопочек? Пиздец, вот это обучение, блядь, я понимаю. Жесть. Ого, птицы летают. Прикольно. Кстати, прикольно сделано. Можно птиц гонять. Да я понял, уберите эту подсказку, я не даун. Надо собирать эту хрень. Не буду. Нет. Нет, я не люблю, когда мне вот так настойчиво пихают в лицо. Не буду. Нет. Даже он не хочет. Да хватит жрать. Так, ладно, стрелочка указывает нам идти. Нахуй этих птиц, правильно. Проведите правым большим пальцем. Свайпом прыгать. Прыгать на свайп. Ну это... А здесь что у нас? Опа. Опа, дедуля. Здорово. Поплыли. Что? Он прыгать умеет. Прикольно. А можно с ним... Что ты делаешь, дегенерат? Успокойся. Короче, с ним... Он прыгает. Настолько жирный, что чтобы подпрыгнуть, ему нужно гриб. Под ним вырастает гриб, и он прыгает на нем. Вот насколько надо отожрать себе задницу. Бля, прыгать на свайп, это вообще это очень уёбское. Кто вообще придумал это? Почему нельзя на кнопочку? Вообще разработчики таких игр, мне кажется, думают, что в их игры будут играть дегенераты. Ну серьезно, такое обучение очень настойчивое. Поэтому я не люблю мобильные игры, вот эта казуальность и излишняя вот эта настойчивость в обучении, когда проведите пальцем вправо, чтобы идти вправо. Да ну нахуй. Пиздец, как будто вот реально они думают, что в их игры будут играть какие-то малолетние обезьяны, которые не разберутся, как на тачскрине ходить или прыгать. Я считаю так, если человек добрался до вашей игры, то уж наверняка он разберется с управлением, да? Ладно, если просто в игре вначале показать немножко, а вот, я так понимаю, это будет целый уровень обучающий, да? А что же сделать? А можно я не буду прыгать? Я не хочу собирать эту хрень, потому что мне ее настойчиво советуют. Ага, я понял. Эту... я умер. Не хочу собирать вот эту вот хрень, потому что мне ее очень настойчиво тыкают в лицо. Ненавижу за это мобильные игры, просто ненавижу. Я не люблю, когда игра обращается с человеком, как будто он дегенерат. Вот эта игра изначально тебе говорит: смотри, я такая красивая, но я считаю, что ты настолько тупой, что не разберешься, как ходить и прыгать. Просто лёль. А можно утонуть? Можно, я понял, хорошо. Опа, еще один NPC. Мне всегда нравились в играх такие NPC, которые стоят, ничего не делают. Вы часто видели в жизни, чтобы человек просто так стоял и лупил в стену, например, или просто вперед? Он прыгает, все хорошо, все нормально, претензий нет. Надо собрать эту хрень. Как же это сделать? Наверное, с помощью вот этой подсвечивающейся штуки. Но я не знаю, как это сделать, нет. Это у меня глюк или это так задумано? Потому что если это так задумано, то это очень странное какое-то решение. Овцы. Баттл. Сейчас будет бой. Я против овец. Так. Сань, хуй соси. Нет. Ебучий гриб вылез. Ага. Но это уже была отсылка к Марио. 100%. Вот так вот прыгать и убивать, это все, это Марио. Это Марио нового поколения. Вот когда в детстве мы играли, да, был Марио пиздатый, классный. А сейчас вот дети в такое Марио будут играть. Бык, прыгаем. Что? Да там нельзя было допрыгнуть. Да, блядь, иди нахуй. Я не буду сейчас переигрывать, ну блин. Да я прыгнул с самого края, нечестно. Или так задумано. Продолжаем обучаться. Так, ебучий гриб, он меня укусит. Пошел нахуй! Даже ничего не укусит, никакой анимации нет. Просто как в старых играх, тебя коснулись, ты умираешь. Ага. Мы сейчас его задавим. Иди сюда, пидорас. Блядь. Класс, спасибо. Даже нельзя подвинуть ее ближе. Нечестно. И по-любому он так ходит, что на него никак не сдвинуть, да? Вот нечестно. Вот я не люблю в играх, когда есть всего одно решение. Почему нельзя было сделать, чтобы врагов можно было убивать по-хитрому как-нибудь там, что-нибудь подвинуть, уронить на них? Было бы прикольно. И я бы очень порадовался, если бы можно было его просто переехать вот этой вот вагонеткой, тележкой, кто это? А вот это убивать не обязательно, да? Почему он стоит просто? Он просто мирный монстрик, он не хочет ничего делать, он завис. Может, вообще не монстр, а декорация? Ладно, давайте его раздавим. Ух ты, мне дали жизнь. Прикольно. Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы карабкаться. Да ну! Серьезно? Блин. А я хотел влево или вправо.
Ладно. Стрелочка вверх указывает. Не хочу. Ага, сорваться нельзя, я понял. Жители деревни были изумлены новыми силами Отмара. Какая ляля стоит. Ля какая, смотри. Оу. Помогут ли эти силы Адмару завалить вот эту красавицу? Не знаю, я бы с ней покувыркался, наверное. Опять это ебало, ненавижу. Ненавижу, когда вот это вот нарочно вот так вот делают такие мимимишные рожицы, чтобы люди порадовались, чтобы посмотрели и сказали: «О, смотрите, этот жирный волосатый ебан такой милый». Блять, ненавижу, так бы треснул быть чем-нибудь. Ладно. Быть может, Одмару удастся стать великим воином, таким же, как его друг Васкар. Но разве стоит ради этого уничтожать целый лес? Да посмотрите на его ебало, какой ему лес. Над толпой пронесся крик. «Одмар!» – взревел вождь. «Как ты посмел принести это проклятие в нашу деревню?» Капец он страшный. «Так низко еще никто не падал. Смерть на поле битвы – это слишком благородная судьба для тебя. Надеюсь, Кракен преподаст тебе урок на дне океана». А он просто нахуй упрыгал от него. «Тебя не скрыться от богов, Одмар!» – воскликнул вождь вдогонку. А это просто тупо на гребе упрыгнул с улыбкой, долбоеб. Ему сказали проклятие, а он: «Эй, пуха, я с улыбкой буду прыгать». Адмар был ошеломлен. Кто мог забрать его соратников? Быть может, боги? Почему они не забрали его? Потому что на тебе проклятие, дурачок, и потому что жирный уебок, такие не нужны на небесах. Как известно, небеса забирают лучших. Боги там не дураки сидят, они знают, кого надо. Жрет постоянно и давит себе на пузо и орет, как дебил. Ну нахуй ты нужен там? Бегай под проклятием, дурачок. Это что же, бой с коровой? Да хватит жрать, заебал. Коснитесь, чтобы атаковать. Кого атаковать? Коровку? А, бочки? Ну пойдемте. Пуньк. Вот не хватает этого звука, да? Вот. Очень не хватает. Люблю этот звук. Пуньк. Так, впереди у нас рыба. Но рыбу мы убить не будем, потому что Адмар ее сожрет. Дай мне сердечко. Сердечко нельзя третье взять. Вот жмоты. Так, эта хрень упадет. Ну это... Я прошарный. Теперь прыгаем влево. Не тормозим. Это... Ага. Какой-то значок собрал. Надо собрать 3. Но я не буду их собирать. Не хочу. Ага, гнида. Смотри за мной. Я видел тебя. Мышь. О, Dark Souls. Dark Souls начался, да? Блять, я так и знал. Бежим. Не-не-не. Спидран вообще. Ни одной смерти. Гарри! Такой ты жирный урод просто. Циркулярная пила, понимаете? У викингов были такие технологии. Кстати, да, в книжках много об этом написано, что викинги с помощью циркулярок пилили себе дерево. Ну, это нормально, так и было задумано. И у них там, кстати, монстры были, но я уже хуйню несу, не обращайте внимания. А можно овец ударить? Овец можно ударить. Смотреть на это. Класс. Опа, еще одна гнида. Что ты от меня хочешь, крыса? Я не буду тебя бить, понял? Что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь, Не, ничего не сделаешь. Опа. Опа. Ладно. Прыг. Какой я красавчик. You stupid! Неудобно прыгать на свайпы. Неудобно. Ага, опять крыса. Да хватит, я понял. Его так показывают, как будто это какой-то огромный босс или очень важная персона. Это просто крыса, которая ты разочек дашь, она улетит. Зачем такой акцент? Да, ну неудобно же на свайпы, блять. Кто придумал прыгать на свайп? Неудобно. Не всегда можно в какой-то там важный момент правильно свайпнуть. Они же меня не будут бить, да? Они же типа дружелюбные. Ну раз сердечки показывают, значит, ну-ка. Я могу... Дай ей. Ну да, они мирные. Я уже прочухал. Вот опять. Это очень казуально, не знаю, и очень линейно. Мне не нравится, что мне показали, что эти монстры мирные. Я хочу сам до этого допереть. Вы еще табличку провешайте на них. Вот это злюка идет. Но они и так уже, считаю, сделали табличку. То есть, если монстр, то сразу агрессивен. Вот это какое-то чучело, оно по-любому безвредное. Вот я, буду, оно безвредное, ага. Ну вот видите, потому что, сразу понимаешь. А что с ним делать? На, нахуй. Она эту хрень выплевывает, а еще. Хочу еще, дай им еще. Прикольно. Прикольно. На что я трачу свою жизнь? Эти свайпы неудобные, блядь, неудобно же свайпить.
Очень неудобно. Лично мне, не знаю, может кому-то по кайфу понравится, но нет, мне было бы лучше, если бы прыгать на кнопочку нажимать. Угу. Спасибо за стрелочку, а то бы я не понял. Вот опять же, даже здесь ты в полете не мог особо сменить направление, но стрелочка все равно указывает, куда тебе лететь. Это ж пиздец просто. Неудобно на свайпе. Вот опять, блядь, ненавижу. Реально вот эта ебучая казуальность вообще просто вмораживает. И линейность, вот просто абсолютная прям линейность. Вот что хочешь сделай вообще. Поэтому я в последнее время уже, блядь, ну неудобно же. Ебучие свайпы, вот прям просто еще свайпы эти, пиздец. Прыгать на свайп, вообще кто придумал это? Да вот, ну опять же, ну сука, ну неудобно же свайпить, сука. Не всегда проходит свайп. Угу. Гнида, да? По-любому. Дай ему. Я его ударил, неправда. Я же нажал, я же тыкнул его ударить. Это что? Ага. Спидран пошел, спидран. Куда я попал? Что это гнид со мной сделала? Почему я глючу? Ага. Да, это... Кстати, мне нравится реакция Адмара, ему вообще пихуй. Бегу куда-то от какой-то орды. Кто там? Зомби, рыцари, скелеты. Во, сейчас вайпы пригодятся, да. Угу. Это уже Subway Surfers какой-то, да? Смотрите, была отсылка к Марио, теперь Subway Surfers, прям вообще молодцы. Разработчики этой игры понапихали все, что только можно, чтобы геймплей разнообразить. Оу. Ну, вот это опять этот свайп. Вот опять гребаный свайп. Вместо того, чтобы прыгнуть, я ударил в воздух. Опять этот блевотный на меня нарыгал. Ну что это? А, подожди, это разве не мир грез? Блин, столько золота. Это напоминает мне уровень Аладдин. О, тихо. На Sega за Аладдина, когда играешь, там тоже есть уровень с Джен. Да кому я рассказываю, пиздюки, ничего не понимаете в жизни. Во что мы шпилили в детстве. Sega, Аладдин, о, класс. Оп, легкотня. Так, нет, наверх мне не надо. Да прыгни ты, что ж за ебучие свайпы, блядь. Прыгать на свайп, сука. Прыгаем аккуратно на этих свайпах. Давай наверх. Ты что ты делаешь? Прыгай нормально. Так, надо на крюк. Давай, соберись и... Оп, и... Сука, ну вот же ты руку опустил, ну цепись. Блять. Давай за крюк. Пошел ты нахуй, нам не нужен крюк. Все, да уже не надо. Вон, прыгай. За это зацепишься? Блять, свайпы опять. Ну, блять, ну все. Ну, а зачем мне вообще, в принципе, прыгать на крюк, если платформа опускается, да, я и так в нее запрыгну. Это же... А, я понял зачем. Я понял зачем. Я все понял. Угу. Да, я понял. Я вас понял. Прекрасно понял. Все, этот раз все, последний. Это были тренировочные попытки, сейчас все, прям изи прохожу. Смотрите, чекайте, проверяйте потом, записывайте, мне отсылайте, скриньте и все такое. Все, я прохожу на изяйше, просто изи. Прыгай, все хорошо. Хорошие свайпы, хорошие прыжки. Мы сейчас запрыгнем на крюк, потому что надо подождать. Прыг, ага. Оп, yes. Я же говорю, изи пройдем. Не торопимся. Ебучий свайп! Все так задумано, все нормально. Я специально упал, чтобы вы подумали, типа, ага, опять на свайпах. Ай. Давай. Да. Я пройду, я успею. Если я успею, то я бог, я успел. Ага. Я же говорю, что пройду с третьего раза. Ну, то есть с первого, там, первый, да, это так, проверочные были. Не верил ты мне, не верил. Вот зачем так со мной? Я для тебя снимаю игры, а ты так себя ведешь, ну вообще нечестно.